Это был настоящий творческий эксперимент. Интересный, но непростой. Расскажу, с какими трудностями столкнулась, какие выводы сделала и что обязательно учту в следующий раз. Возможно, мой опыт будет полезен и вам, особенно если вы, как и я, любите нестандартные подходы в вязании. Я окончательно поняла разницу между фриформом и ирландским кружевом. Казалось бы, фриформ — это свобода, никаких правил, делай, что хочешь. Но на деле все не так просто. От правил все равно никуда не деться. Хоть чуть-чуть, но они все равно нужны. Самое трудное — это подгонять мотивы так, чтобы между ними почти не было пустот. В ирландском кружеве эти места можно закрыть красивой сеткой. И все готово. А здесь такой роскоши нет. Поэтому пришлось хорошенько подумать. Подходит форма, не подходит цвет. Подходит цвет, совсем не туда ложится по размеру. Я поняла, что было бы намного легче, если бы все мотивы были одного цвета. Очень неудобно все время менять нить. Особенно, когда цвета сильно отличаются. И я вообще не люблю, когда остаются узелки или торчащие кончики. Поэтому от иглы я отказалась категорически и сразу. Вязала только крючком. Так надежнее. И нить не заканчивается в самый неподходящий момент. Если вы собираетесь соединять мотивы, особенно если они, как у меня, из разной пряжи, акрил, полушерсть, хлопок и так далее, обязательно перед сборкой сделайте ВТО, влажно-тепловую обработку. Это поможет избежать перекосов и неприятных сюрпризов. Для меня один из самых приятных моментов в вязании в технике фриформ — это когда переворачиваешь деталь на лицевую сторону и, наконец, видишь, как твоя задумка оживает. Подробно мне хочется остановиться на том, как я сшивала полочки и рукава. Это был мой первый подобный опыт, своего рода эксперимент, в котором я сознательно отказалась от подсказок интернета. Я снова обратилась к своему верному помощнику, планшету. Только в этот раз выбрала его намного уже, такого размера, чтобы булавками можно было зафиксировать лишь саму линию шва, не более того. Зато потом смотрите, никаких просветов, все цельно и монолитно. А если бы еще мотивы были одного цвета, тогда бы вообще не возникло проблем ни одной. Да, все мотивы у меня разного цвета. Ну, так уж вышло. Но внутри у меня, как видите, для связывания только один цвет, белый. С лицевой стороны совсем незаметно. Хотя на будущее я не буду использовать настолько пеструю расцветку. Была у меня мысль не выравнивать края рукавов и особенно низа жакета, чтобы вязание казалось креативным. Но не настолько же, поэтому пыталась выравнивать края поворотными рядами, провязывая столбики с накидами различной высоты. И добилась того, что хотела. Асимметрии и так было предостаточно. Когда уже было почти все готово, я решила вдруг добавить в этот жакет еще и красного цвета. Изначально это было уже смешно, не то что странно.
но меня понесло. Захотелось, видите ли, блеснуть мастерством в вывязывании горловины и дальше больше. В итоге все отрезала, распустила, выбросила, успокоилась, ну и закончила жакет таким, каким видела его в своем воображении с самого начала. Совсем не хочется быть навязчивой, но тем не менее, если вам было интересно, ставьте лайк, пишите комментарии. Сталкивались ли вы с похожими трудностями и как вы их решали? Можете даже критиковать. Я за здоровую критику. Если вы еще не вяжете в технике фриформ, а только присматриваетесь к ней, не бойтесь, попробуйте, поэкспериментируйте, научитесь. Это очень вдохновляющий процесс. И до встречи в следующих видео.